1,5 месяца назад в нашей стране стартовали продажи седана из соседней Белоруссии под названием BeLG S50. Вот только новинкой эту машину назвать сложно, ведь если говорить прямо и без экивоков, то перед нами отлично знакомый отечественной публике Geely Emgrand с косметическими изменениями. Оригинальная машина продается в России с ноября 2023 года. Зачем нужно было отряжать ее под крыло белорусского бренда? Затем, что BeLG все больше затачивается под конкуренцию с АвтоВАЗом внутри России. И для этого марки из Союзной Республики нужны максимально дешевые машины. Как раз такие в модельной линейке BeLG и появляются. И Emgrand, который превратился в S50, еще одно тому подтверждение. Прямо сейчас на официальном сайте бренда цена в России начинается от 1 миллиона 650 тысяч рублей. Понятное дело, что с учетом всех акций и специальных предложений. Если без них, то за базовую версию придется отдать уже 1 миллион 850 тысяч рублей. Самый дорогой S50 с учетом скидок можно приобрести за 2 миллиона 150 тысяч рублей, а без них за 2 миллиона 270 тысяч рублей. Здесь разница довольно небольшая. Так или иначе, эта машина все равно остается в рынке относительно Лады Весты и безусловно является ее главным конкурентом среди седанов. Примечательно, что бюджетных седанов сейчас в России хватает, даже с излишком. Например, есть Байк EU5 Plus за 1 миллион 400 тысяч рублей или Ливан S6 Pro за 1 миллион 900 тысяч рублей. Наконец, не будем забывать и про Каи E5. Там вообще ценник чуть ли не на уровне Гранты. За C-класс с автоматической трансмиссией, беспроводной зарядкой для телефона, люком и системой кругового обзора. Все это начинается со скромной суммы в 1 миллион 225 тысяч рублей, а заканчивается тоже довольно симпатичной суммой в 1 миллион 520 тысяч рублей. Но вы часто видите эти седаны на дорогах? Хотите их купить? Может быть, их уже купили ваши друзья и знакомые? Увы, но вряд ли. По крайней мере, большинство моих респондентов, кого я спрашивал про упомянутую троицу, вообще про них не слышали. А вот про Emgrand уже слышали. Как минимум уже успели прокататься на нем в такси. А может и кто из родственников приобрел, как в моем случае. Вот смотришь на новые китайские или отечественные машины, и вроде все красиво. Свежая модель, новый дизайн, обещают современные технологии. А потом садишься внутрь и понимаешь, что половину реально полезных вещей тебе все равно придется ставить самому. Особенно если речь идет про новую Ладу Искру или Весту. Все как обычно, базу сделали, остальное установишь сам. Вот я, например, взял себе регистратор нашего отечественного бренда Trendvision MR 4K. На вид обычное зеркало заднего вида, но на деле решает сразу кучу мелких, но важных задач. Во-первых, снимает в настоящем 4К. И не просто для галочки, а реально четко. Ночью видно даже номера на встречке. Плюс задняя камера Full HD. Широкий угол, всегда видишь, что происходит вокруг. На дороге спокойнее, во дворе на парковке куда безопаснее, так как парковочный режим вокруг всей машины снимает всю ночь и по датчику удара фиксирует. Если кто-то заденет, все запишется. Во-вторых, голосовое управление и GPS-информер о радарах и камерах. Базы куда точнее, чем в том же Яндекс.Навигаторе. Еще и обновляются каждые 2 недели. А голосовое управление позволяет не отвлекаться во время езды совсем. Ну и удобно в плане настройки, обновления, скачивания видео. Все через приложение. Если что-то случилось, можно сразу скинуть видео на телефон без флешек и проводов. Короче, поставил и забыл, но при этом уверен, что все под контролем. В этом главное отличие от дешевых регистраторов за 8000 рублей. По опыту знаю, что когда что-то случается, они абсолютно не помогают. Поэтому переплата за качество съемки и удобство окупаются при малейшем ДТП, даже на той же парковке. И вот этого всего, кстати, часто не хватает даже новым машинам. Простых, продуманных вещей, которые реально помогают, а не просто висят для вида. Название модели оставлю в описании, если кому интересно тоже такое себе или в подарок рассмотреть. Поэтому нет ничего
ничего удивительного, что буквально спустя 1,5 месяца после начала продаж мы столкнулись с дефицитом этих машин у официальных дилеров BLG в России. По крайней мере, об этом сообщают дилеры. Сначала на невозможность приобрести бывший китайский, а теперь уже белорусский седан пожаловались наши зрители. Мы начали обзванивать дилеров, и жалобы подтвердились. В столичных автосалонах BLG S50 не оказалось. Менеджеры говорят, что все распродали и ждут новые поставки. И тут уже важно отметить, что каких-то проблем с поставками быть не должно. Ведь эти автомобили везут не из Китая, а производят в соседней и союзной республике. Кроме того, совместное белорусское и китайское предприятие прямо сейчас в процессе модернизации, чтобы увеличить объемы производства. Почему россиянам нравится BLG S50 и машины так активно покупаются? Начнем с того, что нам неизвестны пропорции по физическим и юридическим лицам, потому что не исключаю того варианта, когда таксопарки пришли к дилерам и попросту смели все автомобили из наличия для своих нужд. Как я уже говорил выше, M-Grand таксистам понравился. Я бы даже сказал, что среди недорогих седанов это лучшее, что можно найти на российском рынке прямо сейчас. C-класс с просторным салоном и атмосферным мотором на 122 силы. Более того, еще и с шестиступенчатым классическим автоматом. Никакой альтернативы конкуренты предложить не могут. У одних гораздо менее ресурсные моторы с турбиной, у других вариатор или робот вместо гидротрансформаторного автомата. Третий меньше по размерам. У четвертых все и сразу, а пятые попросту дороже. Нет, конечно, S50 нельзя назвать идеальной машиной. Свои минусы у нее есть. Например, хотелось бы дорожный просвет побольше. Очень не хватает полноценного обогрева лобового стекла. Кроме того, владельцы машин жалуются на пинки при переключении передач. Видимо, настройки коробки с мотором далеки от идеала. Посредственную шумоизоляцию, слабую по качеству звука аудиосистему. Наверное, есть и какие-то еще минусы. Вот только у кого их нет. Конечно, если бы прямо сейчас к нам на рынок вернулись Toyota, Nissan и компания с такими же ценами, как у Vesty и S50, то как вы думаете, сказалось бы это на их продажах? Думаю, вопрос риторический. Но если смотреть на вещи реально, то M-Grand или S50 – это самый достойный продукт в своем классе. Интерес со стороны таксистов и обычных россиян это подтверждает. Как я понимаю, белорусский завод пока физически не может выпускать все три модели BLG S50, X50 и X70 в одинаково больших пропорциях. И приходится выбирать, на ком сделать акцент. В зависимости от количества продаж. Кроссоверы X50 и X70, бывшие Atlas и Coolray, тоже очень нравятся россиянам и прижились в первой десятке самых продаваемых автомобилей в России. Бывший M-Grand туда забраться пока не может, попросту из-за того, что нечего продавать. Самих машин мало. Думаю, что к началу нового года белорусы еще больше разгонятся и проблемы с поставками S50 прекратятся. Они же хотят стать в России вторыми после Лады, а для этого нужно иметь соответствующие объемы. И деваться здесь некуда. Все распродано, ждем новые поставки, говорят дилеры. Все седаны распроданы, на сегодняшний день в салоне нет ни одного BLG S50, заявил нам менеджер отдела продаж петербургского автоцентра Парнас. Спрос оказался большим, машины разбирают в лед. По словам нашего собеседника, работа ведется, что называется, под конкретный заказ. Срок поставки плюс-минус 2 недели. Автовозы ведут преимущественно 2 комплектации. Среднюю Style, рекомендованная розничная цена 2 миллиона 90 тысяч рублей, и максимальную Prestige, рекомендованная розничная цена 2 миллиона 270 тысяч рублей. При этом, как уточнил продавец, заказывать можно и стартовую версию, которая по прайсу стоит 1 миллион 850 тысяч рублей. На момент разговора живых BLG S50 не оказалось. И в столичном автоцентре Автодин. Сотрудник отдела продаж заметил, что со дня на день ожидают поставку.
Но это будет лишь всего один седан в максимальной комплектации Prestige. Машины в стартовой комплектации Active, рекомендованная розничная цена 1 850 000 рублей на механике и 1 999 990 рублей на автомате, уже давно разобраны. Наши зрители, говоря о недостаточном количестве живых BLG S50 у дилеров, сетуют на то, что последние, что называется, пользуются моментом и навязывают пресловутые допы. Мы прямым текстом спросили наших респондентов, не прибегают ли они к такой порочной практике, смотря что понимать под понятием допы. Ответили в столичном дилерском центре. Есть стандартный пакет, в который входят, например, резиновые коврики, защита картера, сетка радиатора, антикор. Он как предлагался нами, так и предлагается. При этом все оговаривается с покупателем на месте. Некоторые позиции можем подарить в виде скидки. Это в частности касается и комплекта зимних шин, что день ото дня становится актуальнее. Какие допы, о чем вы? Заявил в свою очередь сотрудник петербургского дилерского центра. Допов мы не накручиваем. Если импортер про это узнает, мало не покажется, себе будет дороже. Свободные BLG S50 мы отыскали в Челябинском центре на Копейском. Местный менеджер отдела продаж воспользовался случаем и похвастался наличием автомобиля-донора Geely M Grand. Втюхивать его нам молодой человек не стал, но заметил, что можем обратить внимание на BLG S50 в стартовой комплектации с механикой. Мол, такой вариант сегодня присутствует. Продавец анонсировал рекомендованную розничную цену от импортера, но тут же согласился говорить о скидках. По его информации, 200 000 рублей можно получить, если сдать свой старый автомобиль в зачет, а 250 000 рублей – таков размер скидки за услугу автокредитования. Итого, уточнил менеджер, машина может обойтись в 1 400 000 рублей. Вариант на автомате на 130 000 рублей дороже. Ну и шутка на прощание. Давно хотел машину подороже, и вот моя мечта была услышана там наверху. Спасибо правительству за новый утильсбор. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании.